Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT Verdict, и сегодня мы поговорим о двух очередных устройствах от компании Orico, а именно о двух сетевых зарядных адаптерах. Первое из устройств называется Orico CSE6UBK. Выполнено оно в виде компактной коробочки из ABS пластика и имеет на борту 6 портов в формате USB, а также разъем для подключения сетевого кабеля. На передней панели расположен индикатор питания адаптера. По возможностям данный адаптер аналогичен с другими устройствами от Orico, которые у меня уже были на обзоре. Все порты имеют максимально 5 вольт и 2,4 ампера на выходе, а в сумме устройство способно выдавать до 8 ампер при суммарной выходной мощности в 50 Вт. Устройство также поддерживает быструю зарядку, которую я, к сожалению, проверить не могу, и Intelligent IC, то есть самостоятельно определяет подключенные на зарядку гаджеты и необходимый для них ток. При проверке выяснилось, что устройство выдает ток, аналогичный тому, который заряжает наше устройство через их стандартные адаптеры, которые подключены к розетке. Однако исключением является адаптер от моего телефона, который выдавал 1,75 ампера при подключении к розетке, однако при зарядке через данное устройство ток был в районе 1,4 ампера. Второе же устройство называется Orico DUK10P-BK, и это уже не просто компактный адаптер, который можно взять с собой, а полноценная зарядная станция в необычном корпусе и которая рассчитана для стационарного применения. На нижней площадке располагаются резиновые ножки и также активная система охлаждения, которая в случае отсутствия излишнего нагрева работает в пассивном режиме. На одной из боковых панелей расположен разъем для сетевого кабеля и кнопка включения-выключения устройства. На другом же боку находится индикатор питания и целых 10 портов для зарядки, которые также имеют на выходе 5 вольт 2,4 ампера максимум, а суммарная мощность уже составляет 120 Вт. Устройство также обладает Intelligent IC и проявляет себя аналогичным образом с предыдущей моделью. Кстати говоря, по поводу сетевых фильтров, обзор на которые я делал раньше, я таки вспомнил о них и также проверил и их порты. Ситуация аналогичная, и ток зарядки соответствует току у родных адаптеров, которые идут в комплекте, за исключением опять же телефона. Отличительной же особенностью конкретной этой модели является верхняя часть, которая рассчитана на размещение 10 разного рода телефонов и планшетов, что естественно при большом количестве подключенных устройств будет экономить место. Обе модели обладают привычным для Orico списком всевозможных защит и высоким уровнем сборки и материалов. И разумеется, несмотря на то, что оба устройства выполняют примерно одни и те же функции, применяться они скорее всего будут по-разному. Если первый адаптер можно брать с собой в дорогу или использовать, например, дома, то второй вариант окажется прежде всего полезен разного рода общественным местам, вроде кафе, офисов или тренажерных залов, например, где люди проводят длительное время и им необходимо заряжать свои телефоны. На мой взгляд, оба устройства отличные, однако я бы все же хотел в комплектации со вторым устройством видеть два комплекта коротеньких проводов с micro-USB и USB Type-C на концах. Все-таки устройство не из дешевых, стоит оно от 5500 рублей, и плюс его достоинством выделяется именно удобство и эстетичность. Так что в этом плане подобный набор проводков был бы приятным и полезным бонусом. Все-таки видеть огромное количество разноцветных длинных проводов вокруг него будет портить эту самую эстетичность и естественно негативным образом скажется на удобстве. Цена же на Orico CSE6 начинается в районе 1200 рублей, и это уже вполне понятно. И на этом все, постарался сильно не затягивать, надеюсь, этот выпуск окажется для кого-то полезным, ну или как минимум интересным. Если это так, оценивайте видео как считаете нужным, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующую среду. С вами был канал IT Verdict, пока!